Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня расскажу вам историю про то, как с меня получили блатные на зоне. Это было моим вторым сроком. Как, зачем и почему, и на каком основании. В общем, в этом ролике все расскажу. Для тех, кто впервые на моем канале, я провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь. Здесь я рассказываю свой жизненный опыт, как такую аудиокнигу, в назидание другим, чтобы было уроком. Ну, чтобы кто-то смотивировать, изменить свою жизнь в лучшую сторону, как это сделал я. В общем, такие воспоминания. Сейчас мы перенесемся с вами в 2008 год. Общий режим, колония номер 1, Рязанская область. Вот. Перед тем, как начнем, лайк, подписка. Ссылки на ВК, Инстаграм, мой второй канал, там выходят другие ролики, ТикТоки, короче, много чего интересного найдете в описании. Давайте начинать. Второй срок. Мне было где-то, момент, когда это случилось, все, 21 год где-то вот так вот, в 2008, насколько я помню, могу ошибаться, но не суть важно. В общем, приехал я в эту зону. И получается, кто следит, вот смотрит биографию, да, понимают, о чем я говорю. То есть я первый срок сидел в Рязани, в СИЗО. Вот. Потом у меня вскрылось еще 2 дела, меня повезли в Москву. Там добавили срок, но в Рязань уже не вернули, повезли сидеть в Брянск, потому как прописка у меня московская. Вот. А москвичей везут, по всей России сидеть. В Москве зон нет, ближайшая зона в Коломне, Калычево. Раньше была в Крюково еще, в Зеленограде, но потом ее, переделали в СИЗО, и вроде там сейчас как поселок, такая фигня. Вот. Приехал я в эту зону, и получается, Рязань мой родной город, плюс еще первый срок я просидел достаточно много на СИЗО. И все, кто сидели со мной на СИЗО, и плюс еще мои там подельники, люди там со свободы, которых знал, очень много было их в этой зоне. В общем, получилось так, что очень многие с теми, с кем я сидел в одной хате, там, на малолетке, они стали там такие при делах в блаткомитете. И я когда приехал, они меня подтянули, я так около плавал, не скажу, что я был там, какой-то крутой авторитет, но чуть повыше, скажем так, среднячка я был, у меня был какой-то блат. Они меня встретили, когда я приехал, там дали телефон, там какие-то еще там вкусняшки там подогнали, там, в общем, встретили нормально все. Какую-то поддержку я имел от них, и, соответственно, когда что-то им нужно было, да, там как-то вот какую-то движуху создать, они ко мне обращались, я, в принципе, не отказывал, потому что я такой... достаточно человек бесстрашный был, особенно на тот момент, потому как, еще раз вам повторюсь, я жить нормально начал только сейчас. То есть вот у меня сейчас стало что-то появляться, какая-то, действительно нормальная жизнь пошла. А тогда, я вот голодранцем всю жизнь жил, и кроме мамки у меня ничего не было, мне терять было нефига. Вот. Но, знаете, кто-то скажет, а как же вот у тебя мать? Ребят, поверьте мне, зэки, вот особенно те, кто по молодости, не думают они о матери, и я не думал в том числе, несмотря на то, что в песнях Михаила Круга и других там воспевают, что мать это святое и так далее. Но если бы людям было не наплевать на мать, столько бы не было молодых арестантов в тюрьмах. Так вот. В общем, я прям таки, не боясь ничего, там каких-то штрафных санкций, изоляторов, там в свой адрес зона начинала краснеть уже. Делал, что меня ребята просили, там помогал там в ШИЗО, собирал, там ходил, там отправлял потом сигареты, чай, еще что-то, в общем, в чем они нуждались. И вот меня там типа ответственным таким смотрягой поставили за вот этим штрафным изолятором и там буром, барак усиленного режима, То есть, чтобы я с жилой зоны собирал там вот эти все там коробки всякие там, не знаю, там, необходимый чай, курить там, кофе, еще что-то там сладкое. И вот когда соберется, отправлял, я договаривался с ментами, давал им там, не знаю, либо деньги тогда наличкой ходили, либо там блок парламента, и прям вот спокойно я заходил в ШИЗО с этим баулом, здоровался с пацанами, там, отдавал им, там, мог постоять с ними, там, покурить, минут 5-10 пообщаться, и уходил. Это я вам рассказываю к тому, чтобы вы понимали, что я шкуру тер с ними, вот с этим блаткомитетом, который был, они у нас жили на 3-м этаже,
У них была секция такая небольшая на 4 человек. Вот. И получается, случилось вот что. То есть я с ними был, ну, мы там все как бы собрались, вот, ну, я там не жил в этой секции, я жил этажом ниже. А в этой секции, короче, были вот все смотряги, кто там смотрящий за бараком, за игрой, еще там за общаком, короче. Они все были, короче, с малолетки. То есть я там с кем-то сидел на малолетке, где-то кто-то там, ну, короче, там, хотел сказать, в параллельных классах. Ну, короче, мы все друг друга знали, то есть, ну, все были с малолетки. Потому что очень много на общем режиме, кого подняли с малолетки, и они продолжают там вот на вот этом юношеском энтузиазме, на этой романтике, максимализме, короче, газовать, и вот там в итоге становятся там смотрягами, блатными и так далее. И вот случилось следующее. Один человек стал смотрягой за бараком. То есть они часто очень меняются, потому как менты в таких режимных красных зонах, чуть чего, если случается какой-то кипиш в бараке, они закрывают смотрящего. И там раз закроют, два закроют, третий раз не понял, они его упаковывают, короче, в СУС, либо в БУР. Ну вот, то есть переводят в этой же зоне есть бараки такие с худшим режимом, более усиленным. Туда правонарушителей запихивают прямо аж до конца срока практически. Ну и вот, короче, случилось так, что один товарищ, он был за игрой смотряга, и тут он становится, короче, смотрящим за бараком. Где-то вот неделя, а мы как бы, знаете, у нас было такое, мы вот когда в этой секции находились, я туда к ним часто заходил, мы там в карты играли, там чай пили, еще что-то, короче, туда-сюда там. Звонили нам, все, короче, ход-пароход. Мы там часто, как бы, никто не видит, никто не слышит, мы могли себе позволить, там, знаете, там, что-то, в прикол. Так как мы там друг друга знаем, плюс еще на малолетке там сидели, там, и так далее. И там, короче, например, там, не знаю, нахуй друг друга послать, хотя вот, в тюрьме этого делать нельзя. Если ты там, допустим, в рамсе кого-то пошлешь, то есть, тебя можно прям вот бить, или тебе, вот тебя послали, ты можешь бить там и так далее. Вот. А мы между собой, как бы, как будто на вольном базаре разговаривали. И, знаете, что я заметил? Не надо этого никогда делать, короче, потому что, это все равно рано или поздно хреново кончается. Кто-то это увидит, услышит, либо ты попадешь, когда человек не в настроении, а ты опять вот с этой фигней к нему полез, как бы. То есть, ты вот эту черту перешел, если на такое общение, как правило, оно заканчивается херово всегда. Вот. Но мы как бы вот по дурости, по своей, почему-то, не знаю, у нас было такое общение, типа, мы могли друг другу сказать, типа, ах ты сука, или ах ты гандон. А вот такие слова, как бы, вообще в тюрьме нельзя употреблять. Но мы вот это вот, короче, типа... Короче, хрен пойми, какие-то там, да, скажете сейчас, что это за блаткомитет, друг друга нахуй посылают там. Да, было такое, что мы вот такие малолетки там собрались, там, по 19-20 лет, и в этой секции тусили, но при этом всем, когда кто-то заходил, там, какой-то серьезный вопрос там решить, естественно, все вот это, никто этого ничего не видел и не слышал. И вот, короче, случается следующее, давайте теперь уже к итогу. Пацан смотрел за игрой, мы с ним сидели на малолетке, мы с ним сидели потом во взрослой хате на Рязанской тюрьме, общались, когда я освободился. Вот, и он становится смотрящим за бараком, и мы идем на проверку на улицу, там считают зэков. Вот. И он мне, короче, говорит, называет меня, короче, я что-то там ему сказал, но мы стоим на приколе опять, говорим, и он мне говорит, слушай, ты что, дневальный? Что ты за это, беспокоишься? Но я, как обычно, на приколе, я его, назвал словом, которое начинается на ху, а заканчивается на сос. То есть, вы поняли, да, что за слово? И получается, что люди вокруг это услышали, я, видимо, может быть, как-то громко это сказал или что, они вот так вот все повернулись, посмотрели, но потом как бы увидели реакцию, он такой говорит... Слышь, ты ничего не перепутал, причем на серьезняке. Я ему говорю, не, ничего не перепутал, говорю, гомонись, туда-сюда. Он говорит, давай после проверки поднимайся, ко мне в секцию вот эту, где блатные живут, будем базарить. Я говорю, надо будет, спустишься сам. А я напоминаю, я этажом ниже живу, а не на 3-м, я на 2-м.
Он говорит, ладно, хорошо. И я как бы, вообще ни к чему, я реально не ожидал, что там что-то будет, короче, какая-то фигня. Просто мы до этого постоянно вот так вот прикалывались. Мы могли, короче, там, типа, побороться, там, что-нибудь там. Это называется в тюрьме секелиться, короче, вот такой фигней позаниматься. Реально такое ребячество. У нас вот было такое общение, и оно, с одной стороны, как бы казалось, знаете, прикольным, потому что мы как бы, абстрагировались так в эти моменты, просто ржали, прикол ловили, от всех этих тюремных, там, законов и так далее, понятий. Но хреново это тем, что, все равно рано или поздно это доводит до того, что как бы коса на камень находит. Все равно это такое место, где вот эту дистанцию ее надо держать. Как бы вы там с челом не дружили. Это поверьте моему опыту, я уже на эти грабли несколько раз наступал. И получается, я как ни в чем не бывало, прихожу к себе в секцию, достаю мобилу, и падаю на кровать, там в углу вся, короче, раз, и там что-то начинаю шуметь, не помню кому, там телки, не телки, я там раньше там общался, тогда еще не женат, не был ничего, с этими знакомствами, там 684, вся фигня. Смотрю, короче, он заходит, и у него он сам по себе здоровый такой пацан был, у него накладки такие, в чем, погруши, короче, колотить, не перчатки боксерские, а накладки. У него был, он ходил заниматься. И с ним еще два, такие, короче, около плавающие. Они в этой секции не жили. Они, как сказать, такие младшие такие, движенцы их называли. Они около постоянно блатных крутились. И такие им говорят что-нибудь, иди там сгоняй, там сделай это. Он там позови того, сего, короче, 5-10. Он приходит, там, типа, я от этого, там, туда-сюда, пошли. Движенцы. Вообще молодые пацаны. Они не имеют вообще никакого там слова при вынесении вопросов, там, решения, там, да, какого-то, когда сходняк собирается. Они просто как бы рядом плавают, и все. Не знаю для чего, зачем, короче, но они есть. Такие, не знаю, как эти табаки, знаете, если там мы пойдем на север, мы пойдем на север, такие. Он приходит с ними двумя и садятся на кровать, короче, там, соседнюю, там, пацана не было, с которым мы вместе там хавали туда-сюда. А я трубку ложу и на приколе такой говорю, я говорю, так, ладно, я разговаривал с Сусом как раз с пацанами, кто в Сусе сидит. Я говорю, ладно, пацаны, меня тут бить, короче, пришли. Они говорят, да ладно, кто, что, я в прикол. Я говорю, да вот, пацан этот пришел, там, они говорят, ладно, давай, там, потом перезвонишь, привет ему. Я ложу трубку, или кладу, как вам будет угодно. Ребят, кстати, не забудьте обязательно написать комментарий по поводу сложившейся этой истории, ситуации. И один из них, этот, который с ним пришел, эти движенцы такой, говорит, что ты, типа, большой. У меня погонял был там такое. Что ты, типа, большой, говорит, типа... Все там позволяешь, там, туда-сюда. И я ему говорю, слышь, вам вообще какого хуя тут надо? Я говорю, то, что у нас с ним произошло, мы с ним, короче, там, кореша. Я говорю, идите вообще отсюда. И они ушли. Они встают, уходят. Я сажусь, я говорю, ты что, говорю, блядь, типа, решил на серьезку съехать по этой теме? Я говорю, блядь, мы же с тобой вроде как бы... Как это, это называется в тюрьме, типа, у нас отношения позволяют с тобой так базарить, типа, друг с другом. И он мне говорит, ты меня при всем отряде назвал, блядь, типа, все слышали туда-сюда. Я говорю, блядь, тебе не похеру вообще на них? Они много чего там слышали, там, как мы с тобой разговариваем, там, я не пойму, что он зацепился до этой канители. А он на своем стоит, его видно цепанул, его там, может, как-то подвознесло, там, подвзлетел, он когда стал там, короче, смотрящим за бараком, резко там, то есть смотрящий за игрой на бараке, это статус ниже, скажем так, чем смотрящий за бараком. Смотрящий за бараком, он смотрящий там, типа, самый главный. А остальные все там, смотрящие за общаком, смотрящие за игрой, там, смотрящие, там, неважно за кем, короче, там, еще там их куча целая, они под ним как бы ходят, И я ему говорю, я, типа, туда-сюда, я говорю, он говорит, ладно, все, короче. И встает, и начинает на всю секцию орать. Мужики, идите сюда, короче, собирайтесь. Я подхожу, я понимаю, что происходит сразу, естественно, я там во всей этой каше варюсь тоже, там, уже не первый год. Все собираются, все смотрят, короче. И он говорит, значит так, смотрите. Сейчас, короче, с этого человека будет получено
за несоблюдение арестантского этикета. Я говорю, скажи конкретно-то за что? Он говорит, ну вот назвал меня Войсазом при всех на проверке. Все такие смотрят, короче, улыбка. А так как я человек такой, околоплавающий с ними, плюс у меня подельник за зоной этой смотрел, в тот момент уже не смотрел, он в СУСе сидел, потом вышел, опять начал смотреть, он мне потом уже это говорил, что ты мне не позвонил туда-сюда, не суть важно, Тёма, там, Царство Небесное, он умер не так давно, год-два назад. Вот, я как бы не привык никакая жалость, ничего. Все смотрят, улыбаются, думают, может, это какой-то прикол, вот. И он говорит, с него будет получено в пределах арестантского. В пределах арестантского это такой, это один удар, по идее. Либо кулаком, либо оплевуха, короче, один удар. Вот. Там есть много каких моментов, там, получить как с понимающего, как с непонимающего, там, как с непорядочных, там, по-другому получают, палками там бьют. Короче, это долго объяснять, как, может, расскажу, там, и будет интересно, пишите комменты. И бьет меня просто. Я уже как бы понял, что это уже не шутка, это не пранк никакой. Да, я упал, потому что он реально как бы здоровее меня был. Я был поменьше, чем сейчас. Тогда в тюрьмах херово кормили, вот, да и я как бы был помоложе. А он был, наверное, как два меня на тот момент. Вот как бы. Я упал, но не вырубил меня. Я, так вот, брык, и встаю сразу, ничего, у меня не кровь, ничего, там челюсть побавил, в челюсть он мне дал. Вот. И все, и он гордый уходит. А понимаете, пока он сидел как бы в СУСе, он, получается, недавно вышел с СУСа. А я напоминаю, я его знаю с малолетки, и, много-много лет до этого я с ним еще просидел. Но когда я приехал в эту зону, через месяц или два его закрыли в СУС. А потом он вышел и стал вот смотрящим за бараком. Но пока он сидел в СУСе, про него забыли все вообще. И один я только ему помогал. И грел его там, собирал ему там, ходил там, свои там передачи какие-то ловил там. Вот, мы ему там и на днюху с пацанами собирали, отправляли. То есть я один, он мне там говорил, Серый, там, ты вот один мне там помогаешь, все забыли, все отвернулись. Как только он вышел, они его, конечно, все облепили, потому что он опять при делах, он там блатует туда-сюда. Вот. И когда вот это все случилось, он ушел, и пацаны такие, которые там, тоже такие более-менее здравые мужики, которые имеют слово, такие говорят, вот тебе, Серег, и благодарность, что? Как ты тут у нас ходил, все просил для него, для братишки своего. Нормально тебе, да, прилетело? Я говорю, да. Вот. И, в принципе, это все. Это был вот единственный раз, когда такое случилось. Вот. Были случаи, когда вот у меня были еще потасовки, я обязательно о них расскажу. В этой же зоне у меня была потасовка с азербайджанцами, тоже расскажу вам. Но там я вывез, там нормально все было. Там был кипиш, конечно, вообще там весь лагерь на ушах стоял. Но я вывез, если хотите, обязательно расскажу. Потом в Архангельске у меня тоже была потасовка, тоже блатные меня хотели вшатать, но там у них не получилось. Несмотря на то, что я уже был красный на тот момент, как бы я был прав, у меня аргументов было больше, и ничего как бы мне не сделали. Вот, если вам интересны такие истории, я знаю, что по-любому они вам интересны. Вам интересно, ребят, давайте обратную связь, все будет, все буду делать, просто комментарии и лайки ставьте, подписывайтесь, там все дела. Не забывайте про соцсети и другие мои каналы. И не забывайте, самое главное, беречь себя, не попадать во всякое дерьмо, чтобы не испытать то, что испытал я. Я этого никому не желаю. Я был бы рад всего этого не знать и прожить свою жизнь спокойно и счастливо. Но бывает судьба и хуже, чем у меня. Такие вот дела. Все, ребят, давайте здоровья вам, удачи, берегите себя, увидимся.